Признаться в любви к городу можно по-разному. Можно так, как мы с Марусей, это приехать и постараться показать вам, нашим зрителям, удивительные подробности старинного русского города Переславль-Залесский. Вообще, когда мы начинаем сюда экскурсию, то мы обычно говорим, что это путешествие в домонгольскую Русь. И действительно, здесь множество памятников и событий такого свойства и характера, которые сложно вспомнить в других старинных русских городах. Но помимо истории, монастырей, удивительных судьбоносных для нашей Родины событий, здесь живет еще множество обыкновенных людей. Некоторые из них родились в Переславле-Залесском и продолжают служить своему городу, а некоторые приехали совсем недавно, а может быть давно, может быть 30, 20, 10, 5 лет назад, и они пишут современную историю этого города. Вот о таких людях нам бы очень хотелось вам сегодня рассказать. Мы отправимся в гости, мы узнаем о движении, которое перекрашивает фасады старинных переславских домов. Мы побываем у знаменитого и интересного театрального художника, который устроил себе такое подобие купеческого гнезда в центре Переславля. И мы даже побываем в бане на берегу речки Вёксы. Ну, надеюсь, что у нас получится все, что мы задумали, но в конце попробуем оглянуться назад и подвести итог нашим стараниям. Александра Федоровна Радышевская завещала этот огромный участок земли, засаженный липами. Я иду по Липовой аллее своему племяннику. Дмитрий Николаевич Кордовский был родственником ей по материнской линии, и завещала она весь этот обширный участок земли вместе с замечательным деревянным домом конца XIX века, со всеми постройками, картинами, утварью. И плюс к этому дому дополнительно в наследство еще 3000 рублей. И Дмитрий Николаевич Кордовский вступает во владение этим невероятным сокровищем во Владимирской губернии в 1916 году. И семья приезжает сюда, подальше от Петрограда и всех сложных событий, которые только наступают, но он как художник не может их не чувствовать, решает переждать это время здесь, в окрестностях Переславля-Залесского. И жизнь складывается таким образом, что именно вокруг Дмитрия Николаевича Кордовского формируется круг переславской интеллигенции. И с 1956 года на этом месте уже дочь Дмитрия Николаевича Кордовского завещает весь этот большой участок и дом, и опять все постройки, завещает русским художникам. И с этого времени здесь Дом творчества, я не знаю, как он теперь называется, Дом творчества художников, куда они приезжают, творят. Здесь несколько корпусов с такими небольшими, очень уютными комнатами. И когда ты заходишь внутрь, совершенно поражаешься вот этой вот советской привычке, когда ты получал возможность творить в Доме творчества, но должен был оставить какую-то часть своего труда, того, что создавалось
оказалась здесь в подарок. И это, конечно, невероятный музей. Когда заходишь, например, я сразу увидела любимую мою художницу, платки, которые я все, по-моему, скупила на Арбате, художница Белова. Она удивительно тонко рисовала окрестности Москвы, ну и Московский Кремль тоже, и подмосковные усадьбы на шелковых платках. Я их, по-моему, всем своим знакомым подарила, ну и какое-то количество я храню в комоде, и вот зайдя, сразу же столкнулась с ее работами. Мы понимаем, какое количество талантливых скульпторов, художников с 1956 года, мы сейчас в 2025, оставили здесь часть своего таланта. И до сих пор, ну, несмотря на то, что, наверное, как-то более современно может выглядеть это место, но художников сюда тянет. И вообще Переславль, конечно, невероятно любит художников, или они его, или это какое-то взаимное движение. Поэтому, когда, особенно весной и летом, да, можно увидеть большое количество людей с мольбертами, кистями. Сейчас какая-то, мне кажется, не юная, но начинающая художница попросила меня запечатлеть ее с очень трогательными работами. Если пойти внутрь, можно увидеть место, где обжигают предметы своего труда керамисты и так далее. Ну а мы сейчас пойдем по уже не аллее, но вокруг цветущих деревьев и увидим дом, который и сейчас, проезжая в центр Переславля, очень хорошо виден и обращает на себя внимание. Еще 15 лет назад в Переславле было невероятное количество деревянных домов с наличниками, но утраты совершенно чудовищные за последнее время в Переславле-Залесском. Целыми кварталами деревянные дома, к большому сожалению, горят. Дом Дмитрия Николаевича цел и стоит на месте, но мы начинаем наш разговор. Мы 2 года назад с Марусей снимали в Переславле и показали то, что мы любим. Мы начинаем отсюда, еще и, чтобы вы знали, что в Переславле есть такое удивительное место. Про Дмитрия Николаевича, наверное, нужно снять отдельный рассказ. И когда мы идем, или вы сами идете в Горицкий монастырь, прямо перед Успенским храмом его могила, на которую невозможно не обратить внимание. Но так сложилось, что мы снимаем начало нашего разговора о Переславле, посмотрев деревянный дом, точнее, приглашаю вас посмотреть деревянный дом Дмитрия Николаевича Кордовского, замечательного художника. И уже который год в Переславле работает замечательное движение, которое называется «Том Сойер Фест». Ну, сразу понятно отсылки к какому любимому в детстве произведению здесь идет речь, но на самом деле это очень сложное и очень нужное в текущем моменте для сохранения культурного наследия. Я подбираю слова, потому что действительно утрат слишком много, и ничего жизнеутверждающего на самом деле на ниве сохранения деревянных домов, вот этих стареньких деревянных изб, которых так много, и казалось, что они будут вечно, но на глазах они исчезают, и, наверное, лет через 20 наши дети уже вообще не будут себе представлять, как выглядела традиционная русская деревня. Так вот, Том Сойер Фест, который теперь, это движение было подхвачено, и в нескольких городах оно развивается, и в Переславле особенно стараниями нескольких людей. Так вот, сегодня они здесь, на Московской улице, красят старинный деревянный дом, тоже конца 19 века или начала 20-го, но в любом случае ему точно больше 100 лет. И мы сейчас посмотрим, туда пройдем и поговорим с удивительными людьми, которые майские праздники проводят не жаря шашлыки или отдыхая в гамаке под деревом, да, а пытаясь сделать хоть что-то для сохранения того самого культурного наследия нашей необъятной Родины.
Осенью 1917 года Дмитрий Николаевич Кордовский уезжает в Петроград. Он оставляет здесь, в Переяславле, жену Ольгу Людвиговну Деловоз-Кордовскую. Я уверена, что вы работу ее очень хорошо знаете, и знаменитый ее портрет Анны Андреевны Ахматовой уже точно совершенно вам знаком. Ольга Людвиговна удивительным образом вписывается в местную жизнь. Здесь в одном из флигелей открывается художественная школа для переяславских детей. Она преподает рисование на заводе «Красное эхо». И когда Дмитрий Николаевич возвращается в Переяславль, у них состоялось очень важное знакомство, которое позволило им прожить послереволюционные годы относительно спокойно. Дело в том, что они были дворянского происхождения, и им не полагалось вот какие-то блага жизни и так далее, но и вообще очень сложно было устроиться на работу. И вот из воспоминаний директора Переяславского музея Смирнова. К тому же времени относится мое знакомство художником Дмитрием Николаевичем Кордовским, переяславским уроженцем. Он сам пришел ко мне в канцелярию и попросил меня оказать его жене на время его отъезда покровительство. Вскоре ко мне явилась на квартиру и его жена, художница Ольга Людвиговна. Этому знакомству я был рад. Оно вводило меня в область искусства, тем более, что это было первое знакомство с художниками. До тех же пор мне не приходилось встречаться с ними. Сами художники были хорошими интеллигентами, жившими интересами своего искусства, но вместе с тем чрезвычайно практичными людьми. Каковое сочетание меня удивило. Действительно, из-за дворянского происхождения семья попадала в разряд буржуазии и получала минимальное продовольственное обеспечение. И директор Переяславского музея Смирнов помог им сохранить этот огромный дом от уплотнения, и помог с работой, помог устроиться в музей. Видите, я сижу на крылечке, мы попробовали позаглядывать в окна. Дом на каменном фундаменте, он конца 19 века, но он заколочен, он пустует. Я не очень знаю перипетии, почему такой драгоценный, невероятно красивый, с деревянной резьбой, с фантастическими совершенно наличниками, почему этот дом не используется. Если заглянуть в щелочку за моей спиной, то там стоят плиты, там видны признаки прошедшего, точнее ушедшего времени. И напомню вам, все, что здесь мы с вами посмотрели, было передано художественному фонду, и парк, и сама усадьба, и хозяйственные постройки. Была здесь последний раз, наверное, лет 35 назад, потом приезжала лет 20 назад. Мы навещали здесь замечательную художницу. И хочу сказать, что не заходила я внутрь, все время проходила мимо. И замечательный деревянный, старинный, добротный, на каменном основании дом, завещанный дочерью Дмитрия Николаевича Кордовского Союзу художников, находится в удручающем состоянии. Хочется спросить, как же так? Как же такое могло случиться? Но это вопрос риторический. Может быть, кто-то обратит на это внимание, может быть, какие-то есть планы, просто я про это не знаю. Но мы сейчас пойдем буквально в соседний дом, не знаю, слышна ли музыка, где люди, энтузиасты пытаются спасти старинный деревянный дом. Этот просто так спасти нельзя, потому что наверняка он стоит на охране у государства, и подступиться к нему, я думаю, просто нет никакой возможности у тех же самых энтузиастов.
Да. Вы пока Всё, посмотрите, мы пока можно налить себе чай, кофе, посмотреть выставку. У нас еще борщ, картошка и салат, если вы вдруг Нет, ну голодные. нет, ну это просто что-то невероятное. Вот, этот цвет будет у нас такой забор светло-серый. Это будет основной фасад здания. Будет бежевое такое. И резные элементы будут зелеными, а наличники будут такого глубокого бордового цвета. Фантастика. Да. Здесь сегодня много шкурили и достаточно пыльная и неприятная работа. И все хотят уже цвета приятной работы. Многие сегодня уезжают в Москву и хоть как-то зафиксироваться. Много очень молодых ребят, очень много сегодня было. Прям счастье. Наш Ой, с прошлого года. ой, как Это, здорово. она сделала это дома, еще музей медицины. Я ее попросила, и она вот такую историю нам придумала из керамики. Фантастика. Я думаю, что потом попросить ее сделать этот дом, потому что бы. такая коллекция Еще бы. эксклюзивная. Анечка, это какой дом? Это 5-й год, уже 8-й дом, который мы восстанавливаем, ремонтируем, в общем, огромной командой людей. Это помимо того, что это какой-то, мне кажется, уже все ждут, что будет дальше. Я так понимаю, что следующий дом у Гримовых, он уже какая-то помощь тоже ваша будет оказана. Но это для Переяславля, помимо того, что это спасение культурного наследия, хочется сказать, в нашем бессмысленном и беспощадном мире, где все Да. пытаются укрыться сайдингом и Профлистом. да, и профлистом. Это еще и, конечно, очень важное для города событие, когда вот эти замечательные девятиклассники, мы снимаем второй дубль, потому что они так отчаянно шкурили вот здесь нижнюю часть, что у нас, в общем, записался в основном звук их работы. Ребята, герои фильма «Асса» из моей молодости, да, поклонники Алисы, они же здесь сейчас еще будут петь, да? Да, я правда не знаю, что, Но, то есть, но мы посмотрим. что это. помимо того, что люди работают, они приходят сюда поесть борща. Я знаю, что у вас сегодня здесь обед из 3 Да, блюд. сегодня у нас одна из хозяек квартир, которая здесь расположена, она работает в столовой, она повар. И предложила нам приготовить для нас еду. Мы накупили ей продуктов, она сказала, я приготовлю для вас все, что угодно. И приготовила борщ, картошку с грибами и крабовый салат. Нарезала хлеб, сметану, в общем. Еще и стоял на разливе. Кто еще сомневается, надо срочно принять участие, но это под эгидой Том Сойер-феста. Да. В этом удивительном добровольческом движении, я уже не знаю, как это, неравнодушных граждан принимает участие какое-то теперь немыслимое количество городов. Порядка 90 городов и сел принимают участие в этом фестивале. Каждый фестиваль особенный, уникальный, и бывает так, что одни девчонки принимают участие, заманивая мужчин. Бывает так, что одни мужчины, то есть там их, по-моему, 4, там 3 друга, и все, и они там восстанавливали, там потрясающий проект был, дом. Бывает там несколько человек, бывает 2 человека, 3 человека. Вот у нас огромное сообщество, слава богу, вот в прошлом году приняло, да, в Переяславле-Залесском порядка 200 человек приняло участие, из них 70 человек это дети. Вот на сегодня, мы с 11 утра, и пришло человек 60, наверное, точно должно быть уже, мы там всех записываем, фиксируем, интересно потом посмотреть. У нас пришла семья Орловых, они с нами 3-й, получается, год, у них 7 детей, и это вообще невероятно. Они когда пришли к нам в первый раз, мы дали, думаю, сейчас мы по всему периметру дадим им красочки, и они, значит, цоколь покрасят. Часа на 2 им занятия, а там от мала до велика, вот так. И еще мама с папой тоже принимают участие. И они покрасили все минут за 20, наверное. Причем они покрасили не только цоколь, но все, что было вокруг. И мы вообще были удивлены. Думаем, как же нам все это
правильно потом сделать. И, в общем, они когда говорили, что им уже каждый фестиваль теперь мы их ждем, и для них готово абсолютно там специальная, да, фронт работ, мы за ними оставляем, где мы понимаем, что они могут разнести все, и пусть они разбрызгивают эту краску, грунт и все что угодно, и шкурят, и, в общем, специально для них оставляем такие кусочки. Вы просто ангел какой-то. И это, конечно, вот эта атмосфера, которая происходит здесь, рождается именно здесь, она удивительно уникальная и очень ожидаемая. Все очень ждут фестиваль, все здесь дружат, знакомятся, уже создаются пары, создаются друзья-подростки, которые там общаются. То есть каждый пытается привести еще кого-то, то есть проникается этой историей, приводит еще кого-то. Это, конечно, очень здорово, да. И где, как не здесь, познать человека в деле, то есть какой он, как он поможет, как он себя ведет, что он делает. Просто ты человека можно увидеть насквозь и понять, что кто что умеет, кто что не умеет, кто как строит диалог. В общем, а где сейчас еще вот знакомиться, я вот не представляю. Не знаю, сейчас все в телефонах, в компьютерах, да, куда можно прийти и пообщаться. И это прекрасная площадка. И причем мы же всегда предлагаем какие-то варианты. Можно прийти покрасить, можно прийти пошкурить, можно прийти сделать столярную работу, а можно прийти просто с пирогом в руках. Все. Спектакль, концерт, обед из 3 блюд. Все работают. И еще там у сарайчика невероятная выставка в Переславле. Много удивительных людей. Есть такой Арсений, он художник-постановщик, театральный. И он берет старинные дореволюционные фотографии и ставит их, как бы соотносит с сегодняшним днем. Получается совершенно душераздирающе. Да, но драматично очень. Да, но у вас еще и в центре большая историческая справка, потому что, конечно, такой... я не знаю, как это дом, господин дом, он, конечно, имеет историю, мы ее тоже с Марусей сняли, и вам кто-то делал исторические справки. Да, все исторические справки для нас всегда готовила Елена Константиновна Шадунс, и эта справка в том числе приготовлена ей. Вот. И все, что здесь происходит, наверное, происходит в память о Елене Константиновне. И мы, конечно, удивительно, может быть, должны сказать, что Переславлю страшно повезло. У него был не просто выдающийся краевед. Мне кажется, что рано или поздно будет Елене Константиновне какой-то памятник в этом городе. Очень хочется. И чтобы и улицу в ее честь назвали, или площадь, или... Вот, очень это нужно для всех нас. Да, и, конечно, этот дом будет в том числе в память о Елене Константиновне. Точно. И все, что мы делаем в память о Елене Константиновне, это правда. Анечка, тем, кто хочет помочь сохранению культурного наследия в городе Переславле-Залесском, им куда бежать? Мы в основном публикуемся в группе ВКонтакте, которая называется «Том Сойер Фест Переславль-Залесский». Там всегда есть вся информация общая о том, сколько домов мы сделали, как это все выглядит, есть куча фотографий, и помочь можно всем, чем угодно. Вот сейчас у нас идет восстановительные идут работы, ремонтные, можно помочь оплатить счет, можно поучаствовать, конечно, руками, можно привести специалистов, нам очень не хватает столяров, профессиональных, которые помогли бы нам ремонтировать, делать ремонтные работы на доме. В общем, как угодно, можно что-то приготовить из еды, можно что-то подарить нашим ребятам, к нашей команде и вдохновить их чем-то. Можно приехать, устроить нам на нашей площадке какой-то концерт, театральной постановки, в общем, все, что душе угодно, как-то поучаствовать, подбодрить людей, которые этим занимаются, вдохновить их и дать понять людям, что это очень важно. Ждем вас! Мне кажется, что в Переславле я почти знаю все. И каждый раз, когда я выхожу из дома, я понимаю, что я вообще ничего не знаю, потому что мы с вами до этого были незнакомы, слышали друг про друга. Я знала, что есть потрясающий мозаичист, но я все время как-то ходила мимо, но не была у вас в гостях. И, конечно, совершенно ошеломлена, да, эта икона Успения. Посмотрите, какой спаситель.
совершенно как на Деисусе в Святой Софии. Расскажите о себе. Очень приятны ваши слова мне, конечно. Я на самом деле живу в Переславле 2 года. Всего лишь или целых, я не знаю, но... В общем, Целых. Да, переехали мы, казалось вчера, а на самом деле 2 года назад. Вот приобрели вот эту вот кусочек дома под мастерскую мозаичную. В основном, в общем, переезд в Переславль, может быть, поэтому и был запланирован, что была большая необходимость в мастерской. Вот каким-то чудом Господь привел нас именно в Переславль. Вот. И вот уже 2 года мы выкладываем тут мозаики, в основном церковные мозаики, потому что у меня образование Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Вот, и у нас там есть кафедра монументальной живописи, но там учат писать фрески, выкладывать мозаики в основном. Вот, то есть монументальное церковное искусство. Вот, и здесь вот вы видите уже вторую крупную такую мозаичную икону. Вот, она должна пойти в московский храм. Новый храм находится на улице Островитянова, это где-то в конце Ленинского проспекта. Вот, он сам такой по себе небольшой, скромный, внутри стены белые. И вот настоятель захотел сделать мозаику в таких не ярких, не контрастных тонах пастельных, чтобы играли вот эти холодные светлые оттенки плюс золото. Здесь тоже вы видите, можете видеть разную смальту. Вот эта смальта современная, но она замечательного качества, очень хорошего. Это у нас делают белорусские мастера. Вот, большое количество у них есть оттенков. Вот это вот, например, можете посмотреть, это перламутр. Вот, перламутром обычно вот во всех византийских мозаиках изображался жемчуг. Выпиливали, вытачивали такие кругляшки. И на одеждах святых, которые были богато украшены жемчугом, вот как раз вот такие перламутрики. Они у нас вот сюда вот пойдут. Вот тут все будет, вот это вот мелкие будут такие бусинки из перламутра, а здесь такие крупные будем вытачивать и обкладывать. Ну, работы, конечно, еще много, потому что заложили в основном все самое простое, а тут еще много ликов осталось выложить, вот одежды. А я всегда еще люблю, когда образ Успения, я всегда ищу этого Афония, да, который обычно изображается на иконах с отрубленными кистями рук. Разные бывает иконография, но он вот этот, да, с отрубленными кистями рук обычно человек обычно не замечает. Вот. Но Успения он настолько сложный, еще иногда апостолы на облачках спускаются. Облачное Успение. Да. Вот. Что-то невероятное. Но помимо мозаики вы еще учите людей, да, я так понимаю, даете уроки. На самом деле, я вот сейчас параллельно, понятно, с этими заказами, я еще преподаю у нас в Свято-Тихоновском университете на нашей же кафедре. Раз в неделю я езжу в Москву к студентам. Но сейчас у меня прибавились еще ученики. В общем-то, я, честно говоря, не планировала ни мастер-классы, ни какие-то курсы, но все произошло само, и настолько оно произошло бурно и как-то интересно и сразу, что я поняла, что этого надо держаться. Это очень интересно заниматься с людьми, которые только еще начинают знакомиться с мозаикой и предлагают какие-то свои новые варианты. Вот видение мозаики, совмещение мозаики с другими материалами, это вот мы можем там наверху посмотреть, очень интересно. Ой, мы с удовольствием, вот. Если покажете. Да, конечно. Это так называемый прямой набор. Вот. Так как он идет наверх, высоко очень, и он будет недосягаем для людей, то есть сюда не прикладываться не будут, ни руками трогать не будут. В общем-то, мы практически сверху ее не обрабатываем. Она такая шершавая. Вот вы прям потрогайте. Вот. Ой, да, действительно. А почему у белорусов у них есть все? И смальта, и лен, и колбаса вкусная, и масло. Не вот знаю, вопрос. Мало того, у них есть очень хорошие мозаичисты. Вот я честно скажу, московские мозаичисты, причем самые там даже именитые, они равняются на, вот есть знаменитая большая бригада белорусских мозаичистов, которая уже не один храм сделала.
И они на них равняются, потому что они очень высоко художественно кладут мозаику. Ну, в чем Вот. секрет? Нам Вот надо не ехать в знаю. Белоруссию. Я, кстати, Мне не кажется. была. Хочется получить разгадку на этот риторический вопрос. Да, по крайней мере, да, вот эту красоту делают там. А сейчас нету нашей смальты, да? Вот такой вот, по-моему, был в Коломне завод, и его закрыли. Вся смальта советская, она сгруппировалась уже у пожилых художников, которые уже отошли от дел и в свое время закупили излишки. Вот, и у них вот перекупают. Ну что, посмотрите, что может произойти буквально за пару недель со старинным, хотел сказать, московским, но нет, Переяславским домом, если за него берется дружная команда волонтеров. Мы как раз вам хотели показать прогресс, который произойдет, наверное, когда мы выпустим эту прогулку, дом уже будет совершенно закончен, и вот вы тогда уже сами приезжаете и на въезде в Переяславль-Залесский на уровне поворота на Дендросад посмотрите на этот чудный дом и присоединяйтесь к команде Том Сойер Феста, видите, вот за моей спиной и Переяславский баннер, потому что, наверное, нет ничего более важного, чем спасти вот эти деревянные домики, которые еще сохранились в старинных русских провинциальных городах. Прошу вас. Вопросу. Вот специально сюда эту чашечку. А я у них не видела такую. Вот. Это недавно они сделали? По-моему, это как раз осталось из коллекции. Это одно из последних. То есть это вот последнее, то, что оно. Вот. Здесь еще живет старая чашечка. Ну, как бы, как полагается, да, вот, но она единственная какая-то такая, ну, вот, грустненькая, поэтому. В общем, это еще нужно здесь как-то все расставить. Я собираюсь для бокалов еще привезти, я же здесь сделал грабли для бокалов. Арсений, какие-то невероятные чашки. Мне кажется, что это вербилки, но нет никакого клейма. Это знает Татьяна лучше всего, потому что она занимается. Я просто в какой-то момент у меня, я сошел с ума, как кролик вот в этом Алисе в стране чудес от количества посуды, которая у нас в доме. И Это всего. вы у нас еще Да, дома. нет, я там начинаю тоже, у меня подергивается глаз. Арсений, как вообще пришла в голову, точнее, как вы вообще с этим домом друг друга нашли? Потому что у нас вот в этой истории про Переяславль это будет финальный такой сюжет, когда мы идем в баню. Вы знаете, что в Переяславле есть баня? Да, на Лену Кривоколенном. знаете? Нет, на Кривоколенном это общественная баня, да. куда выходят местные мужчины с голыми торсами зимой и курят, от них идет пар. Нет, здесь есть совершенно невероятная такая волшебная баня. И Лена, которая тоже, кстати, закончила МАРХИ, все крутится вокруг архитектуры и архитекторов, она как-то просто ездила, искала и нашла на берегу Вексы участок. И теперь она приглашает, она там... Не знаю, как это, какое-то слово, наверное, есть волшебное. В общем, она тебе сразу, как сказать, расправляет всю нервную систему, сразу минус 10 лет, и ты, побыв у нее,
5 часов, уезжаешь счастливый. Но у вас рядом дача. Да. В Переславле. Да, да. Ну, дача это уже вершина счастья. Да. Как сложилось, что вдруг вы нашли друг друга с этим домом? Хотел сказать домиком, но это уже прямо дом. Ну, как я говорил, что в определенный момент времени захотелось вообще убежать из Москвы. И, соответственно, так как дача летняя, вот, то захотелось что-то приобрести здесь, чтобы была возможность жить зимой. Ну и все. Круглогодично. Угу. То есть вы теперь переславец. Ну, да. Ну, во всяком случае, в столовой я говорю, что да, я местный. Вот, и мне скидка 20%. То есть сегодня я очень хорошо. Все было хорошо. И у нас летний дом. Зимой там делать нечего, потому что становится дико скучно и тоскливо. Вот. И я понял, что мне хочется зимой быть в городе, вот, но не в городе Москва, вот, а в городе Переславль. Потому что Москва для меня сейчас, вернее, Переславль для меня сейчас такой же, как Москва моего детства. То есть абсолютно маленький камерный городок, когда ты можешь доехать, у нас была дача в Переделкино, когда ты за 15 минут можешь доехать до дачи, вот, и все это близко, все это уютно, все это как-то вот славно. Ну и все, я посмотрел на Авито, увидел, ну, понял возможности свои финансовые очень небольшие, что мне нужно вот из всего того там 4 вариантов выбрать то, что я хочу. Вот. А я хотел именно в центре. И для меня это была очень важна локация. И, соответственно, это было чудесное объявление, потому что я понял, что люди здесь живут совершенно не так, как мне представлялось, потому что вода – это колонка на улице, туалет – это туалет на улице и печное отопление, дрова. До сих пор. До сих пор полный рост в очень большом количестве. Вот как раз-таки вот левая набережная, а так как я рыбак, мне хотелось все-таки быть рядом еще с водой. Ну вот, чтобы осуществить эту мечту, когда ты просто просыпаешься в 3-4 часа ночи, берешь просто удочку, не забываешь о парыше, который я все время забываю, мне приходится возвращаться. И я иду просто 3 минуты, и я уже закидываю эту удочку, и все. Трубишь? Да, Класс. да. Это просто нереально. Я осуществлю, ну, пока не в 3 часа ночи, а попозже и более Ближе к 10. Да, ну, более комфортное Когда время уже саперы выбирал. поехали. Да. Вот, проклиная этих людей, да. Вот. Ну, это какое-то невероятное везение, потому что внешне совершенно непонятно, что это за дом. Мгм. А когда попадаешь внутрь, ты понимаешь, что это купеческий деревянный особняк середины 19 века. Поправьте меня. Он постройки 1862 года. Ну вот, я почти попала. Да. Мгм. И мне настолько было интересно узнать историю этого дома, потому что Елена Константиновна Шадунц, когда мы встречались, она сказала, говорит, я знаю, по-моему, говорит, этот дом как раз купцов Куманиных. Имеет отношение к ним. Говорит, мы должны обязательно вот пересечься, и вы покажете, и что и как я вам расскажу. Но мы по телефону, слава богу, связались по WhatsApp, и она сказала по поводу архива, что нужно поехать в архив, каким В Ростов? образом действовать в Ростов. Ух. Да. Это что такое за чудо, чудное? Клево, да? И вот когда сюда попадаешь, вот, ну, ощущение, что ты попадаешь в какую-то театральную пьесу. Ну, это понятно, это профдеформация, вы театральный художник, и, как вы сказали, по фантазии Фарятьева, мне очень понравилось это определение, но я знаю, сколько было вложено труда, то есть были очищены стены, это невероятной совершенно красоты и мощи, да, такое бревно. Вот. Я знаю предысторию этой квартиры, как она фактически, да, была спасена для какой-то лучшей жизни. Мне хочется, чтобы вы своим примером вдохновили людей, которые не готовы, да, спасти целый дом деревянный. Вот мы едем вдоль Ярославского шоссе, Холмогоры, и вот эти бесконечно умирающие деревни. Да, вот эти наши домики деревянные с наличниками. Это, конечно, история совершенно самоотверженная, и примеров много, но она требует очень больших финансовых вложений, что уж там говорить.
и действительно требует того, чтобы отдавать всего себя. Но здесь, я помню, когда вы эту квартиру нашли, вы мне сказали, и я помню, что даже мой муж сказал как-то, вот он не понял совершенно, а я была в полном восторге, потому что мне кажется, вот если бы я была на вашем месте, а не обременена там, хотя у меня все впереди, сейчас дети у меня куда-то все поступят и так далее, я бы поступила бы точно так же, да, то есть я бы искала в таком крепком деревянном доме вот такую комнату, которая уже превратилась в квартиру. Я абсолютно уверена, что как только вы здесь поселились, да, все вокруг начали делать ремонт, подметать, подкрашивать и ощутили красоту этого места. Я очень много говорю, но... Возрождение такое, да. Правда? Да, да, это правда. Абсолютно правда. Но я не знаю, дело в том, что вот конкретно этого проекта я всегда исхожу из финансовых возможностей и из своих физических, потому что я делаю все сам. Единственное, что я не делаю сам, это электрику и газ, потому что это должны делать специалисты. Профессионалы. Вот, профессионалы. Все остальное мне просто любопытно. Я себя иногда чувствую как маленький мальчишка, который вот получится или не получится. Вот. Но другое дело, что если не получится, мне приходится самому это все искать, а как сделать так, чтобы получилось. Вот. Не знаю, первоначально, когда я увидел эту квартиру, она мне очень понравилась, и я ее уже видел вот такой, какая она есть. Потрясающе. Я делал проект месяц, потому что здесь, вот расстояние буквально там 10 сантиметров играло значение, потому что по СНИПу я смотрел, как по санузел ли, там кухня ли, прихожая, потому что нужно определенный размах, рук для того, чтобы снять и ничего не задеть. Здесь еще высокий потолок, да, действительно, да. то, на что обращаешь внимание. Да, потому что здесь есть воздух, Да. и если бы он лежал на голове, то это было бы ужасно. Поэтому, исходя из этого всего, сделав проект, я уже видел, и понимал, что я должен делать. И в какой-то момент, когда я уже снес здесь стену, потому что нужно было ее передвинуть буквально на 15 сантиметров, и плюс посмотреть, то есть все стены здесь, в принципе, когда мы зашли, было очень мило, все было в вагонке. И вроде бы казалось все и не так страшно. Я единственное, только потолок не перебирал. Он остался тот же, и я его покрасил. Я стал разбирать стены. Я очень аккуратно разбирал вагонку. И эта же вагонка пошла опять сюда. И там были панели. Панели неподъемные, огромные. Я не знаю, каким образом. Я не знаю, сколько килограмм. Килограмм 80, по-моему, это одна панель. Она толстенная. Это из прессованных вот этих вот стружек. И огромная. И вот эти вот огромные панели, которые я снимал, и там я открывал старый брус. Это не 1862 года, как мне хотелось бы первоначально. Я узнал от соседей, что в 60-м году верх перебирали. И я так думаю, что, конечно же, не все дерево оно заменили. Здесь заменили планировку, изменили. И, соответственно, возможно, какие-то венцы поменяли, там верх, низ, которые, видимо, нижние, может быть, венцы, потому что там камень, и при прикосновении они гниют. Так что... То есть низ каменный. Низ каменный. Низ каменный. Я покажу потом то, что я взял в архиве. На счастье, обнаружилось даже хозяин. Записан, кто был, и он жил здесь до 1930 года. И его отсюда арестовали. По той самой прекрасной статье, которая у нас арестовывали всех в свое время. И я нашел, что в 1987 или 89 его посмертно реабилитировали. Забрали его на 3 года по этой статье, но дальше я не смог пока найти о нем никаких сведений. В музее Переславском сохранилась его визитка, именно его визитка. То есть это история с продолжением. Да, я потому что собираюсь еще искать информацию и, возможно, что-то найду. Куманины, они же родственники Достоевского. Да. И Куманин был московским головой. Да. И, собственно, Федор Михайлович совсем уже Тётка, потерял да. душевное спокойствие из-за дележки куманинского наследства. Я понимаю, что это большая купеческая семья, но в Москве очень хорошо тоже известная. Вообще много переславцев, кто в Москве
оставил очень След. яркий след. Вроде бы здесь такая небольшая, а с другой стороны совершенно огромная комната. Какой-то был спектакль, или, не знаю, Островский, или Антон Палыч, или вся прожитая жизнь за кулисами театра. Ну, Здесь так все органично, здесь все с таким вкусом, что хочется немедленно остаться у вас здесь пожить на лето, завести роман, ходить в эту столовую, где тебе будут давать скидку, ходить воскресным утром на службу на Красную площадь. Это какое-то просто время назад или что-то другое получилось? Ну да, это и часть моей профессии, и опять-таки исходил из финансовых и своих возможностей, что я могу сделать физически. Поэтому вот у меня сначала я сделал планировку, с Татьяной все это продумали, а дальше я на Авито закупал мебель. Именно У вас сюда. черный пояс по Авито, потому Да, что вот эти да. вот часы, Да. куранты, я такого боя не припомню. У меня есть у знакомых часы с боем, но это какая-то... Я вас все время перебиваю, но меня Нет, совершенно нет, потрясла история. Да, это же надо умудриться на Авито за 8 тысяч рублей Да, за 8 купить тысяч часы, рублей. вот они за спиной, Да, да, их да. дальше за 15 отреставрировать, Да, и да. это совершенно музейная вещь, Ну, которая наполняет вот этот да, дом да, дополнительным теплом Это и жилец. светом. Это жилец. Жилец. Просто, да, потому Да. что вот когда мы и принесли, повесили, и они начали бить, я понял, все, вот они на месте. Я не вижу, где граммофон. Я слышу совершенно звук граммофона. Это я скачал в интернете разную патефонную музыку. Вот это на Вот. маленькой Да, штучке. на маленькой штучке, и здесь вот она звучит. Вот. И мне очень все это нравится. Раз мы начали осматриваться, здесь есть предмет моей мечты. Я когда имею счастье водить, например, особняк Рябушинского, где уже привнесенный вместе с Горьким, там как раз стоит самоварный столик, и на нем самовар, подарок Алексею Максимовичу. И я знаю, что с этим столиком тоже какая-то невероятная история была. Он теперь не только столик, но еще и шахматная доска. Да, тоже на Авито, и тоже буквально там за какие-то 1000 там с небольшим. Вот. Но он был в очень плохом состоянии, вот, и пришлось, то есть низ был тоже утерян, и ножки не сходились. Здесь половина всего это тоже утеряно было. И я долго думал, что мне, собственно, сделать с ним. Я понимал, что гранитные плиты, да нет, я сюда поставлю, гранитной плиты у меня нету, и мрамора тоже, вот, и обнаружил у себя плитку от ремонта, черная и белая. Ну и недолго думая, я понял, что... и причем самое забавное... Это ломберный столик? Да, совмещен с самоваром. Да. Самое забавное, что до этого я зашел... Это лак еще немножко с таким звуком открывается. Да, это вот ящичек. Вот. Я зашел на дачу в комнату и вдруг увидел вот в этом пакетике шахматные фигуры. Вы понимаете? Это первоначально было. После этого я долго думал, как раз вот я занимался этим столиком, долго думал, так, а что у меня есть из керамики? Пришел, смотрю, так, плитка черная и белая, и все сошлось. Шахматные фигуры сошлись с этими плитками, это потрясающе совершенно. В начале этого сюжета мы как раз идем и рассказываем про перекраску одного из домов, да, это Том Сойер Фест в Переславле-Залесском, замечательно Аня Панихина, вдохновитель, выносящая на своих руках, и, конечно, Андрей тоже, муж ее, вот, тоже замечательная идея, когда невозможно отреставрировать этот дом, но его можно законсервировать, его можно спасти, его можно перекрасить для того, чтобы показать переславцам, которые, к сожалению, относятся ко всему к этому, как сказать, даже не знаю, деликатно, я думаю, вы сами сформулируете, но как раз там во дворе была выставка ваших работ, стало. Невидимая реальность. Невидимая реальность. Вот вообще можно что-то сделать, потому что вы как человек, что говорить, театральный художник, ведущего Московского театра, не бывает такого в прошлом, человек с очень большим багажом, понимающим, что мы теряем безвозвратно. То есть если не произойдет какого-то решения в ближайшие 5-10 лет,
это будут они уже невосполнимые. Да? Что касается Переславля, город 15 лет назад и город сейчас, это, ну, мы его все равно любим. Здесь все равно есть домонгольская Русь, здесь есть там монастыри, здесь есть озеро и так далее. Но вот этот 19 век, он практически исчез. И вот этот ваш дом, тем более еще имеющий отношение к Куманинам, он, конечно, драгоценность для вас, для меня и для еще небольшого количества людей. Вот чувствуете вы в том, что капля точит камень? Да. Чувствуете ли вы эту вот силу? Да? Многие же говорят, да я даже не буду пытаться. Тут вот все в профнастиле давно и так далее, даже уже невозможно. Возможно? Да, но, кстати, насчет профнастила, это тоже через какое-то время будет вкус времени. Это очень забавно, вот, потому что все, что нас окружает, это потом будет то, о чем мы будем кто-то ностальгировать. Кстати, вот. да. Да, это все вкус времени, это просто сейчас для нас очень. Я на этой выставке Том Сойер Фест, как раз, которую мы совместили, там были молодые девчонки, местные, переславские, лет 20 по возрасту, и мне так понравилось, что они были удивлены. Они говорят, нам рассказывала учительница там что-то, да, вот мы знаем про это здание, вот, но как здорово, когда ты можешь это увидеть. И у меня это была как бы идея фикс с детства. Я все время, когда вот говорили, я хотел представить, я хотел это увидеть. И здесь, думаю, просто для себя, сидя дома у компьютера, я решил совместить и понять, как это находилось, закрывало это, сколько места там, от дороги, от тротуара, или вообще где это было, что. И стал для себя это вот формировать, делать. А потом настолько увлекся и буквально вот, я часа 3 сидел, и на следующее утро я приехал в Переславль. И поймал себя на том, что я уже вижу эти фантомы. Просто для меня это уже вот, здесь вот это было, это. И чем глубже я туда проникал, тем четче я все это видел. И сейчас я езжу и вижу совершенно другой город. Это невероятно, это действительно магия. Самое главное для меня в этом проекте, это то, что, чтобы люди, глядя на то, что они разрушили, понимали, что они возвели. Равность. Потому что в большинстве своем, к сожалению, я вижу, здесь недаром я сделал точку и направление, которое ты можешь посмотреть. Прийти на эту точку и посмотреть. В основном это пустота. Это ничто. Либо здание, явно не годящееся на, даже аналог такого же. Вот. И, к сожалению, мне кажется, что это очень хороший такой момент для того, чтобы понять, что не стоит ничего разрушать. Не стоит. Прежде чем что-то разрушить, нужно понять, что ты построишь на этом месте. И сможешь ли ты это построить. Вот, наверное, главный такой посыл вот этого всего. В Переславле есть все, и даже баня. Но баня не просто. Видите, у меня, по-моему, поменялось выражение лица, я сразу умиротворилась. У меня сразу, я забыла про все, что осталось там где-то в машине. Если говорить серьезно, я действительно приезжала к вам. Я думала, это было этой зимой, а это, оказывается, было прошлой зимой.
Я была в каком-то совершенно, ну, как обычно, в растрепанных чувствах, вот, и встретила Лену, снега было по пояс, поэтому Маруся мне говорит, ну, как ты не помнишь вообще, куда? Я говорю, это была зима, так еще и 2 зимы назад. Да. У меня было ощущение, что я съездила на Средиземное море или на Адриатическое, да, минимум на 2 недели, или какой-то санаторий ВЦСПС случился в моей жизни. Мы поговорим, как вам здесь живется, но мы стоим на берегу реки. Вот, и мы с Марусей, мы не будем вам показывать все подробности, но мы планируем вот все, что здесь удивительное Лена создала. Все это, ну, ненадолго, мы не займем много времени, потому что Лена уже устала и так далее. Как пойдет. Но как вообще вы здесь оказались? Это вообще удивительная история, Маша. Это история, которая, конечно, она не 5-минутная, но можно сказать, что это какое-то провидение, да, меня сюда привело, потому что вообще я по образованию ландшафтный архитектор и закончила МАРХИ и работала по этой специальности, вот. Но в какой-то момент прям меня очень потянуло на природу, а Переславль мне всегда вот как-то душа к нему лежала. И мы объездили в Переславле невероятное количество домов, участков, и все вот как-то вот, ну, нравится, но что-то вот не то. Вот, и я думаю, ну, наверное, не судьба, наверное, что-то другое нужно искать. И риэлтор мне говорит, слушай, я знаю, что тебе надо. Говорит, есть один участок на берегу реки, он, говорит, правда, в 2 раза больше, чем ты хочешь. Там есть дом и баня на нем. А я искала маленький участочек, вот буквально там 8 соток, и думаю, там построю какой-нибудь маленький домик. Вот. Я говорю, не-не-не, у меня столько денег нет, это все купить. Он говорит, ты уже проехала 150 километров от Москвы, ну, что тут, 5 минут, и мы на месте. Я говорю, ну ладно, поехали. Вот. И она меня сюда привезла, я вышла вот здесь вот по этому мосточку, я села на лавочку и поняла, что все. Вот такое ощущение, я до сих пор это ощущение помню. Вот это ощущение, что я дома. Вот я дома, я на месте, и я вот здесь. Оп. Теплый банный чан. Сейчас в нем заваривается молодая березка. Недавно у нас была троица. Вот, и поэтому все у нас с березкой, со свежей. В нем можно после реки, после окунания посидеть, расслабляться, отдохнуть. С таким прекрасным видом на лес, на реку. Это классическая русская баня, топится дровяной печью, просто она в таком современном исполнении. А так это традиционная каменка, внутри камни, 100 килограмм камней, водичка на них льется, топится дровами. И это мягкая баня, то есть в отличие от такого стереотипа, который очень у многих есть в голове, что в бане это жарко. Вот мы находимся, да, здесь, ну, чуть теплее, чем в помещении, где мы были до этого. И постепенно за счет горячего пара мы будем повышать здесь температуру. И за счет этого будет такой очень мягкий, бережный прогрев. Не будет вот этого стресса, да, когда человек сидит и терпит, да. То есть здесь задача наша не терпеть, а получать удовольствие здесь и сейчас,
прям находясь в парном помещении, а не выходить и говорить: боже мой, слава богу, это закончилось. Не знаю, такие бывают места, где у меня пропадает дар речи, но мы остановились на том, что это место, без всякого сомнения, выбрало вас. И мы сидим в удивительном доме, который был выстроен вами вокруг старенькой или старинной, кому как больше нравится, бани, которая досталась вам в наследство от замечательного дома послевоенной постройки, правильно? Да, когда я купила этот участок, здесь был вот этот старый дом бревенчатый и маленькая крошечная банечка. То есть она была такая маленькая, малюсенькая, но какое-то в ней было такое невероятное тепло. Там была уже прогоревшая печка, но вот прям хотелось туда идти. И я когда позвала рабочих, я говорю: ребят, я говорю, можно как-то вот эту баню оставить? И они посмотрели, говорят: да, бревна хорошие, и, в общем, можно оставлять. Но от банечки остались только стены вот эти бревенчатые, но тем не менее вот она какая-то прям намоленная. И, возможно, то, что я ее оставила, меня как-то и подтолкнуло заниматься вот этими банными делами, хотя я, в принципе, если бы мне кто-то раньше сказал, что: Лена, ты будешь парить людей в бане, ну, поверить в это просто невероятно было бы, потому что как-то вся моя жизнь была до этого связана либо там с архитектурой, потом меня забросило в мебельное производство, вот, я занималась производством мебели, а потом вот, какой-то, видимо, такой момент выгорания произошел, и стала искать вот такое себе какое-то пространство уединенное. И у вас здесь целая концепция. Да, но на самом деле сначала родилось название, моя банечка называется «Колыбели Лели». Я не знаю, как оно появилось, вот просто тоже каким-то невероятным образом. И у меня все спрашивают: а Лели это ты? Я говорю: вообще я Лена, меня в детстве папа называл Ляля, да, и как-то вот, какая-то есть такая отсылка. И почему-то это вот название родилось. А потом стало появляться, вот на улице у нас висит вот эта колыбель, потом появилась в банечке у нас тоже есть, потом попробуйте, тоже такая качелька очень классная. Чан тоже как колыбель, река как колыбель. И то есть это пространство, оно действительно стало такой колыбелью. В полном смысле этого слова, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Лен, что самая большая радость вот в этой жизни сейчас? Видеть людей, когда они из бани выходят. То есть это для меня это просто вот что-то невероятное, когда я вижу людей, которые измученные, приезжают из Москвы. Во-первых, естественно, дорога не близкая, да, и плюс ко всему наш ритм жизни, да, который и вообще многозадачность наша, да, которая не позволяет нам выключать вот эту свою бетономешалку хотя бы на минутку, да, вот. Но в бане все происходит таким невероятным образом. То есть баня – это на самом деле очень глубокая физиотерапия, это прям очень глубокая перезагрузка нервной системы. Я не знаю, почему врачи ее не прописывают. Я бы вот на самом деле прописывала бы всем и каждому. Вот. И на самом деле происходит такая очень глубокая перезагрузка. И когда человек выходит, он выходит реально, я смотрю, это вот просто другой человек. Когда мы с Марусей решаемся на такие сложные съемки, мы никогда не знаем, что получится в самом конце. И, как правило, в конце получается путь к самому себе и ответ на многие вопросы, которые нас ужасно волнуют. Мы от всей души благодарим героев, которые пустили нас в свой такой сложно устроенный мир.
И самый главный вывод, который хочется все-таки произнести в завершении этого путешествия, это то, что человеку для жизни очень мало нужно. И мало кто решается совершить этот путь к самому себе. И до самого конца жизни находится в заботе о сиюминутном. Но прямо на глазах многие думающие, творческие, успешные, знаменитые люди оставляют суету большого города и уезжают в маленькие города, где выясняется, что человеку для счастья, что человеку для жизни, что человеку для гармонии с самим собой нужно на самом деле очень и очень немного. Сделать небольшой дом, открыть, и точнее открыть не в смысле открыть для людей, а открыть для самого себя талант жизни на берегу старинной русской речки, или открыть библиотеку в селе, куда будут приходить местные дети, и уже только от одного этого становиться совершенно счастливым. Не бойтесь сделать этот шаг. Не то чтобы мы вас подталкиваем, но мне кажется, что пример сегодняшних героев и жизни в Переяславле-Залесском – это удивительный пример, да, вот этих правильных шагов, которые мы либо делаем, либо не делаем в конце нашей жизни. Надеемся, что много было сегодня пищи для размышления, и вдруг разговоры с интереснейшими нашими сегодняшними героями как-то смогут быть вам полезными. Самое главное, не уставайте, не переставайте делать этот мир лучше.